Перехват российских самолетов истребителями НАТО. Официальное заявление командования. Министр обороны уходит в отставку. Скандал после инцидента с дронами. Какое решение примут власти? Заявление Великобритании о войне с РФ. Дипломат расставил все точки над «и». Мир на пороге новой пандемии. Зараженное судно заходит в порт. Есть ли риск распространения вируса? Новое правило для украинских беженцев в ЕС. Что решили изменить в Брюсселе и кого отправят домой? Досмотрите. В Казахстане вводят новое правило для депутатов. Что запретят делать в парламенте? Расскажем. Об этих и других самых важных событиях. Утро субботы, 9 мая. Вы не переключились, и это правильно. Сейчас мы обо всем вам расскажем. Это Нехта, а я Алексей Бурлаков. Поехали. Трамп внезапно объявил о прекращении огня между Россией и Украиной и обмене пленными в формате 1000 на 1000. Об этом он написал в своей соцсети True Social. Эту информацию подтвердил и Владимир Зеленский. Перемирие должно продлиться до 11 мая. Португальские истребители столкнулись с российской агрессией над морем. На этот раз F-16, которые участвуют в миссии НАТО Air Policing и базируются в эстонском Эмори, перехватили российские Ан-12 и Су-35. Об этом сообщило воздушное командование Альянса. С начала апреля это уже 6-й вылет португальского контингента на такие перехваты. В начале мая самолеты миссии НАТО несколько раз поднимались для сопровождения российских бортов, которые шли с отключенными ответчиками, без плана полета и без связи с диспетчерами. То есть российская авиация снова проверяет границы терпения и реакцию Альянса. Министр обороны уходит в отставку. В Латвии разгорается скандал после инцидента с дронами, залетевшими на территорию страны. Министр обороны заявил, что готов уйти в отставку и берет на себя политическую ответственность за решение военных не сбивать беспилотники. Я беру на себя полную ответственность. Уважаю инициативы оппозиции и решения Сейма, каким бы оно ни было. Но сейчас моя обязанность продолжать начатую работу и максимально быстро внедрять системы противодействия дронам. Потому что дроны нужно сбивать. Мы должны быстрее модернизировать присутствие на границе, внедрять дроны-перехватчики и использовать украинский опыт. Один из дронов в итоге упал на территории нефтебазы в Резекне. Ранее в Минобороны Латвии объясняли отказ от перехвата опасением, что это могло нанести ущерб людям или инфраструктуре. На фоне инцидента МИД Латвии вызвал временного поверенного России и вручил ему ноту протеста. Сам Спрутс при этом допустил, что беспилотники изначально могли быть направлены на объекты в России. Новое правило для украинцев в ЕС. Что изменится теперь и кому придется покинуть насиженные места? Евросоюз готовит новые правила для украинцев под временной защитой после марта 2027 года. По этим данным в Брюсселе обсуждают вариант, при котором общий статус могут продлить уже не всем автоматически, а только отдельным категориям. В первую очередь речь идет о наиболее уязвимых людях и тех, кто не сможет быстро перейти на другой легальный статус. Отдельное внимание, как сообщается, уделят мужчинам призывного возраста и людям, приехавшим из относительно безопасных регионов Украины. То есть в ЕС обсуждают не продление нынешней схемы, а более жесткое разделение украинцев по категориям. Окончательное предложение Еврокомиссия представит позже, но ясно, что прежний единый режим временной защиты могут начать пересматривать. К тому же Украина хочет получить от Евросоюза данные о своих гражданах, которые находятся под временной защитой. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и наших вооруженных сил. Поэтому люди должны иметь четкие, предсказуемые и законные возможности для дальнейшего пребывания в ЕС до того момента, пока не будут обеспечены условия для возвращения. В Киеве говорят, речь идет в том числе об уязвимых категориях граждан, потому что без такой информации невозможно планировать ни возвращение людей, ни подготовку общин внутри страны. В Великобритании сделали заявление о войне с РФ. Посол Британского королевства в Москве в интервью пропагандистам попытался расставить точки над «и». Но вот получилось ли у него?
Украина является суверенным государством. Она самостоятельно принимает суверенные решения о том, как ей защищаться. Великобритания не руководит и не определяет никакие украинские военные операции ни на территории Украины, ни за ее пределами. Это украинские военные операции, проводимые на основании украинских решений. Великобритания не считает, что находится в состоянии войны с Россией. Великобритания не заинтересована в том, чтобы считать себя находящейся в состоянии войны с Россией, и, вопреки утверждениям российской стороны, не заинтересована в нанесении России какого-либо стратегического поражения. Это не наша политика. Посол признал, что в российский МИД его в последние годы чаще вызывали, чем приглашали, и разговоры там были неприятными, но подчеркнул, даже такой контакт лучше, чем полное отсутствие диалога. Самой показательной оказалась его реплика про англосаксов. Кейси назвал эту распространенную в РФ оценку Британии старой и нелепой и говорит, что сейчас она особенно странно выглядит на фоне официальной линии Москвы в отношении США и нынешней американской администрации. Британский посол высмеял один из привычных пропагандистских штампов Кремля в эфире у кремлевских пропагандистов. Работники портов Тенерифе протестуют против прибытия круизного лайнера. Плавучий лазарет должен привезти в Испанию хантавирус. Всемирная организация охраны здоровья подтвердила 5 из 8 предполагаемых случаев хантавируса, связанных с круизным судном «Хондиус». При этом в организации подчеркивают, угрозу для широкой общественности пока оценивают как низкую. Но вспышка еще не исчерпана. Из-за долгого инкубационного периода могут появляться новые случаи. Эксперт ВОЗ поднялся на борт судна в Кабо-Верде, и к нему присоединились 2 врача из Нидерландов и эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, которые останутся на борту до прибытия судна на Канарские острова. Они проводят медицинскую оценку всех находящихся на борту и собирают информацию для оценки риска заражения. В ВОЗ отдельно успокаивают, это не коронавирус, и ситуация сейчас совсем другая. Судно, на борту которого 150 человек, идет к Канарским островам и должно прибыть на Тенерифе 9 или 10 мая. Испания согласилась принять лайнер по просьбе ВОЗ, несмотря на протесты местных властей. Для пассажиров, у которых пока нет симптомов, уже готовят пошаговый план высадки и возвращения домой. Тем временем страны начали отслеживать тех, кто успел сойти с судна раньше, а также всех, кто контактировал с ними после этого. Дошло и до специалиста по эпидемиям президента США. Его тоже спросили журналисты, стоит ли бояться новой хвори. Вас уже проинформировали об этом вирусе? Да, проинформировали. Можете рассказать, что вы узнали на этих брифингах? Думаю, вам расскажут все, и по сути вам уже все рассказали. Мы надеемся, что ситуация в значительной степени под контролем. Это был корабль, и думаю, завтра мы представим полный отчет по этому поводу. У нас много людей, много отличных специалистов, которые это изучают. Надеемся, все будет в порядке. Вы обеспокоены, что это может распространиться? Надеюсь, что нет. Я имею в виду, надеюсь, что нет. Мы сделаем все, что сможем. Удар по президенту. Суд вынес решение о незаконности действий главы государства. Какой будет реакция администрации и насколько сильно это подточит основы политики Дональда Трампа? Суд по международной торговле рассматривал законность нового глобального 10% тарифа, который администрация ввела после того, как Верховный суд ранее отменил значительную часть прежних пошлин. На этот раз Белый дом опирается уже на другую правовую норму от 1974 года. Именно это сейчас и стало главным полем конфликта. По данным Reuters, 24 штата и 2 небольшие компании оспорили тарифы, вступившие в силу 24 февраля 2026 года. Администрация Трампа утверждает, что закон позволяет временно вводить пошлины до 15% максимум на 150 дней при серьезном дисбалансе платежного баланса. Но им возражают, ведь обычный торговый дефицит – это не тот случай, под который изначально писалась эта статья. Команда Трампа коллекционирует скандалы, похоже, а мы будем следить за ними вместе с вами. Не нравится — уезжайте, но кому вы там нужны, говорят в Госдуме айтишникам. Замглавы комитета по информполитике заявил, что релокация – это личный выбор каждого, и если специалисту некомфортно жить, работать и развиваться в России, то пусть уезжает. Пусть уезжают. Возможно, они найдут себя где-то за рубежом, но сомневаюсь. Они там никому не нужны. Если IT-специалист принимает решение о релокации, это его личное решение, а блокировки интернета и мессенджеров – совсем другой вопрос.
Пока IT-компании все чаще рассматривают переезд сотрудников как рабочий сценарий, в Госдуме отвечают на это не попыткой удержать специалистов, а почти демонстративным равнодушием. Отдельно Ющенко снова выступил за жесткое регулирование видеоигр и заявил, что государство должно не допустить превращения их в наркотик для молодежи. А я напомню, что у нас есть свое решение проблемы с подконтрольным государству интернетом, наш собственный VPN, анонимно и безопасно. Депутатам запретят перебивать и кричать друг на друга. В парламенте хотят официально запретить депутатам перебивать друг друга, выкрикивать реплики с места и комментировать чужие выступления. Такие нормы включили в казахстанский конституционный закон о Курултае, который уже приняли в первом чтении. Речь идет о попытке навести дисциплину и ввести четкие правила поведения, как на пленарных заседаниях, так и в рабочих группах. Депутатам нужно учиться нормам публичного общения и формировать культуру речи. Более того, новые требования могут затронуть не только выступления в зале, но и публичные высказывания вне парламента. Контролировать поведение депутатов, как сообщается, будет специальная комиссия. Олимпийский комитет идет на странный шаг. Видимо, хочет поссорить Беларусь и Россию. МОК снял все ограничения с белорусских спортсменов и фактически открыл им путь к полноценному возвращению в международный спорт. Теперь атлеты из Беларуси смогут выступать без прежних ограничений, в том числе в отборе на Олимпиаду 2028 в Лос-Анджелесе. Речь идет не только об индивидуальных дисциплинах, но и о командных видах спорта с флагом и гимном. Вся эта информация передается нам и направляется в комиссию по юридическим вопросам. И именно эти пункты комиссия по юридическим вопросам рассматривает, и именно поэтому она все еще продолжает рассмотрение, и именно поэтому Олимпийский комитет России сейчас по-прежнему находится под отстранением. Поэтому мы, как организация, обязаны смотреть на ситуацию и выслушивать все стороны. И именно это, как нам кажется, мы и делаем. А как вы думаете, нужно допускать всех? Спорт не место для политики? Или страна-агрессор должна сидеть в полной изоляции? Пишите в комментарии свои мысли обязательно. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже вечером.